Всем привет, друзья! Всем привет! Начинаем потихонечку. Благодарю за ожидание. Немного подзадержались, но я думаю, что как раз все успели подтянуться. Так, вижу, что уже в чате оживление пошло. Сейчас почитаю, повнимательней посмотрю. Вот только телефон к зарядке подключу, чтобы совсем было все хорошо. Так, уже решил голосом включиться, чтобы как-то повеселее было. Так, сегодня у нас такой исключительно тематический стрим, полностью посвящен тракам. В прошлый раз я как-то объявил, что будут траки, но по сути мы вспоминали, что сделано, что не сделано, и в итоге с гусеницами поработали постольку-поскольку. Но сегодня уже целиком и полностью работаем только с ними, родимыми. А вот если время останется, то, может быть, еще что-то сделаем по сушке, хотя там делать-то уже практически нечего. Остались какие-то незначительные мелочи, и надо все под покраску готовить. Блин. Штатив такой не для телефона, а на втором штативе камера стоит. Ладно, сейчас как-нибудь приспособим. Так, что у нас тут? Нормально, вроде видно. Так, Миша ТММ, Миша Матрос, привет. Богдан, привет. Кирилл, бодрый вечер. Рад всех видеть. Кстати говоря, с наступающим всех. С наступающим. Надеюсь, елку уже все нарядили. У всех новогоднее настроение. Делитесь, кто как готовится к Новому году. Я уже написал этот вопрос, да. Повторюсь голосом. Кто что себе под елочку заказал, кто чем сейчас занимается, пишите. Тотик, привет. Сергей, Виталий, приветствую. Так. Вот. Сегодня нам понадобится один единственный инструмент. Это вот этот вот ножик, и все. Так, пардон за рекламу. Включилась. Так. Ага, Олег, хобби-босс и аэр под елочку. Шикарный подарок. А хобби-босс, что именно? Миша и Карус. Отлично, шикарно. В твой город обалденно впишется. Так. Кабриолет чуть было не положил. Прям в Киев забирать. Что за кабриолет? Неужто в масштабе 1 к 1? Саша, привет.
амфибия немецкая или из современки что-то. Так, ну ладно, вроде бы по организационной части все. Нет, почти все. Секунду. Я забыл проверить эти донатики. То они ж у меня постоянно отключаются. Поэтому сейчас я ссылки освежу, чтобы они у нас работали. На повестке дня по-прежнему Toyota от Tamiya. Если подсобираем, то на следующий цикл стримов будем собирать ее. Тройка BMW, кабриолет. Да ты что? Обалдеть. Обалдеть, Кирилл. Ну, успешной сделки, успешной покупки. Круто. А какого года? Так, сейчас закреплю еще ссылочку. Так, вот. Вот, пожалуй, почти все. Почти все. Здесь освежим. Кирилл, привет. 2002 год в родной краске. Красота, красота. Слушай, вот я сейчас, когда где-то вот этих лет думаю о BMW, у меня именно о кабриолете. Мне представляется машинка из трассы 60. Это случайно не та модель? Или где-то около той? Если смотрели, кстати. Если смотрел, может, вспомнишь. Кстати, кто не смотрел, рекомендую. Это у меня, наверное, один из любимейших фильмов. С такой нестареющей моралью и вообще очень интересный, увлекательный. Так, ну вот, наверное, теперь точно все по организации. О, Миш, там и день рождения не за горами. Еще 2 модельки в коллекцию. Ну, отлично. Отлично просто. Так. Зимних колес нет, поэтому еще не съездили. Ну да. Лучше подождать. На летней резине
Это все очень рискованно. Моделист-конструктор, привет. Лицо знакомое, канал нет. Ну, канал раньше назывался «Мое хобби моделизм». Возможно, ты давненько сюда не заглядывал. И у нас тут произошли перемены с именем. Я там записывал ролик «Кто такой Scale Hamster?» и там рассказываю обо всех своих, об истории канала, об идее переименования и, в общем-то, обо всем. Так что можешь посмотреть. Да, поменял название, вот как я и сказал. Ну, почему поменял? Эта мысль у меня уже давно витала. Поскольку мое хобби моделизм мне не нравилось, как укладывается на английский язык, на латиницу. Вот. У Вадима хорошо канал звучит, хобби моделинг. Но если я свой так назову, мотивируя тем, что это перевод, то это как-то будет совсем бестактно. Поэтому не стал уже переводить так в наглую. В общем, подумал и решил переименоваться. Так что Scale Hamster, как по мне, оно идеально укладывается на английский, отлично звучит и для русского уха, и в переводе, и по своему смыслу тоже очень здорово вписывается в наши модельные, так сказать, реалии. Так что со всех сторон прям решение отличное. И плюс ко всему оно абсолютно уникальное название. Вот нигде я не видел такого сочетания слов. У меня сейчас и во всех соцсетях вот это вот сочетание Scale Hamster прям нигде не дублируется. Я прям так доволен этим, что название такое персональное получилось. Миша, давай, доброй ночи. Спасибо, что заглянул. Спасибо за участие. Роман, привет. Владимир, приветствую. Вот сейчас победим. Сейчас я только их подсчитать хотел. Подсчитать, чтобы не ошибиться. И сейчас будем побеждать. Так. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40. Так, 40, а нам нужно 36 на 2, 72, правильно? Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ага, 40 и 32, вот 72. Да, значит, я правильно их уже пересчитал и правильно сгруппировал. Все. Сейчас тогда приступаем. Продолжаем. А вот я тебя тоже не узнал, моделист-конструктор. Напомни, как у тебя раньше было. И, пожалуйста, как звать?
А роман тоже будешь сокращать до комнатного милитариста просто. Ну и правильно, а то слишком длинно выходит. А такое пока длинное, чтоб не потерять, чтоб не потеряться. Точнее, чтобы зрители не потеряли. А, моделист-конструктор то же самое было, да? Только на русском. А, ну это такое. Просто перевод, грубо говоря. Так, я, короче, дошел до тупика. У меня и с одной, и с другой стороны обломанные зубцы. Так что мы эту ленту оставляем и соберем вот этот участок тогда. Ну, как-то закрутился. Я, честно говоря, уже в контекст разговора не припомню. Наверное, под какой-то конкретный ролик я там обещал упомянуть. Вот. В общем, смотрите, как я придумал вот это дело собирать. Раньше я собирал слегка изгибая траки, то есть вот этот трак без зуба, он хорошо изгибается. И в принципе, если его вот так вот немножко вдавить дугой, то есть шанс без повреждений затолкать на место. Можно слегка как-то разогнуть, ну, оттянуть зубец. Ну, в общем, если изловчиться и немножко поиздеваться над пластиком, то это реально. Но, вот видите, в принципе, получилось. Если в кадр, я надеюсь, попал. Ну, вот получилось. Слегка вот как-то вот так вот его изгибаешь и запихиваешь. Но проблема в том, что когда лента становится длиннее, уже такие усилия прилагать сложно, потому что когда прилагаешь эти усилия, то ну, как-то волей-неволей упираешься в другие траки, и они просто выламываются. Так что ну, таким способом можно короткие участки собирать, потом уже рискованно. Вот. Еще мне советовали делать вот тут вот фасочку. Вот здесь. Но я от этого тоже отказался, потому что ну, не хочется так сильно деформировать деталь, ну, убирать что-то лишнее. И я такое альтернативное решение придумал. Я на одной из отверстий делаю вот такой вот надрез. Небольшой надрез. И чуть-чуть вот так лезвием расшатываю в разные стороны. И после этого зубец достаточно легко сюда входит. Ну, конечно, нужно тоже это делать все аккуратно, медленно, без каких-то усилий, напряга. Если входит туго, то надрез можно как-то немножко углубить или чуть расшатать сильнее. Вот. То есть такое вот ослабление конструкции, оно позволяет засунуть трак на место. И при всем при этом он не вываливается обратно. То есть, ну, достаточно крепко сидит. Как бы деталь не повреждена, ну, грубо говоря, то есть она всего лишь надрезана, то есть не критичное повреждение, ничего не срезано. Вот, но в то же время вот такое вот ослабление, оно очень помогает. Так что я вот это считаю, наверное, самым оптимальным способом. У меня вот с его помощью собралась вот эта вот длинная гусеничная лента, которая была и на заставке, и которую я только что показывал. И я думаю, что так я буду продолжать собирать все модели, ну, которые имеют вот такую гусеницу. И еще очень важный момент, прям важнейший при сборке этой гусеницы, это именно обработка предварительная.
То есть здесь настолько плотно соединяются траки, что даже мельчайшая какая-то мельчайший остаток от питателя, какой-то заусенец, все это просто приведет к тому, что у вас трак при вращении просто выдавит соседний, ну, и рассоединится лента. Вот видите, вот прям на щелчок. Если подрезать, прям вот на щелчок ставится. Вот видите, важно, чтобы вот это вот все дело очень легко вот так вращалось. Так что нужно все срезать ну, тщательно и не менее тщательно шкурить после срезания. Nordwind, привет. Журналов у меня, кстати, моделист-конструктор тоже было много. И это, конечно, по детским годам, по глупости их все немножко распотрошил, мягко говоря. Как-то так. То картинки цветные оттуда повынимал, то чертежи отдельно повынимал, а потом оно как-то все разбрелось, разбежалось, что куда. Что-то потерялось, что-то выбросилось. Ну, в общем, когда начинается такой дерибан, это ни к чему хорошему не приводит. То есть хотелось типа коллекцию сделать такую, ну, чисто убрать из журнала лишнее, оставить только технику. А в итоге получилось, что от журнала ничего не осталось. Ну, конечно, материалы там были шикарные. Особенно в те годы, когда не было возможности, ну или почти не было возможности приобретать хорошие модели, то вот такие чертежи, какие-то самоделки, это прям отдушина была, наверное. Ну, в моем окружении, правда, никто этим не занимался, но вот я сейчас думаю, что, наверное, если бы возможно, была другая компания, был бы кто-то, кто практиковал такое, то, возможно, на моделизм подсел бы гораздо раньше. Кстати, насчет рекламы, ну вот, собственно, моделист-конструктор можешь рассказать в двух словах, чем занимаешься, какая у тебя сейчас, какой актуальный проект на канале. Вот у нас уже есть какое-то количество активных зрителей. Если кого заинтересует, то найдут, посмотрят, подпишутся. По сути, стрим — это прекрасная возможность авторам каналов просто рассказать о себе и поделиться своими стройками. Я же тут совершенно не запрещаю рекламу. А единственное, что главное, чтобы это было без спама и как-то более-менее развернуто. Не просто там го взаимку и все. Я терпеть не могу такое. А так вот, расскажите, кто вы, что вы. Вот. Это всегда приветствуется. Миша Матрос, привет еще раз. М3Е46, та самая легендарная из Need for Speed. Только там купе. Я понял. Так, а ну погоди, я сейчас все-таки загуглю эту М3Е46.
2002 года. Ну да, немножко не такая. Ну, тип вроде тот. Я не помню, как полностью называется та модель из трассы 60, но там, по-моему, более старая версия была. 2002 это все-таки поновее. Но тип кузова, именно стиль, это, ну, формат, в смысле машины, это один в один. Просто чуть поновее. Ну, тоже, наверное, там тройка была, только более ранняя. Ага, чертежи классные, материалов не было. Ну, как материалы? Материалы хотя бы бумага, элементарно. Бумага-то была и ПВА. Бумага, картон там, не знаю. Может быть, со шпаклевками, со всякими такой химией особо сложности были. Ну, вот, даже вот чисто из бумаги, картона и каких-то подручных материалов что-то клепать можно было бы. Просто вот сейчас смотришь некоторые моделисты, которые в бумаге работают, ну, самоделки, тоже такие потрясающие вещи делают, по сути, из ничего. Так что, с одной стороны, конечно, сделать что-то стоящее, прям так, чтобы в пластике там, ну, или с какими-то такими материалами серьезными, наверное, было сложно, но хотя бы в банальной бумаге. Ну, чертежи там, да, согласен, они очень серьезные. То есть фактически как будто бы копия с какого-нибудь КБ. Иначе и не скажешь. Поиски с Audi TT начали. Ну да, обмылок. Эту ТТшку я хорошо знаю. Роман, грунтовать, ну да. В принципе, я все грунтовать планирую перед покраской. Грунтовать, потом в цвет темное железо, потом пигменты. Так, вроде бы никого не пропустил. Так, Владимир, здоровались? Нет? Привет. Ну, я, по-моему, почитал твой комментарий насчет того, что намучился с траками миняровскими. Но надеюсь, что я этим эфиром помог тебе найти правильный путь, и ты их все-таки победишь. На выброс ни в коем случае. Траки великолепные. Просто к ним нужно найти подход. В крайнем случае, если уже там совсем нет желания вот так вот возиться, то их можно собрать банально на клей. То есть Миниарт сейчас дает точно такие же траки, только для 34-ки, и они их делают для сборки под клей, то есть без вот этих вот зубцов. Ну, видно, поняли, что народу не зашел этот конструктор, и решили дать просто под клей. Конструктор, как видите, собирает на ура при небольшом членовредительстве. Олександр, вітаю.
Гусеницы, если по сухому, то как зеркало дней 5 ходят. Ну да. Не, ну земля это понятно, это ж абразив. Они ж только чище становятся от постоянного контакта. Но я хочу как бы делать не сильно запачканную машину, но все же и не новую. Я вот встречал на ютубе ролик с тонированием гусеницы. Она так вот обильно посыпается и ржавчиной, и песком, а потом после использования закрепителя как-то этот пигмент весь остается в углублениях, и в принципе она не такой уж и старой выглядит, гусеница. То есть просто где-то в углублениях, будто бы так глубоко-глубоко забитая ржавчина, забитый песочек, и в принципе нормально. И черный металл все еще хорошо виден, и плюс по верхах еще проходится металликом серебристым каким-нибудь, и вообще красота. То есть такая вот не убитая, но уже и не новая гусеница получается. Вот какого-то такого эффекта хочется добиться. Ух ты. А я хоть со своего канала сижу. Блин, я не со своего канала сижу. Я с этого, с основного. Вот прикол. А я смотрю еще, что мой ник не выделяется этим оранжевым. Сейчас, секунду, сменю аккаунт. На трассе 60 предыдущего поколения. Ну да, я ж смотрю прям один в один. Тип кузова, только моделька поновее, такая зализанная. Ага, в черном цвете только. А ты в каком? Не говорил или пропустил? Евгений, приветствую. Ну это круто иметь вторую машину вот так вот для просто для покатушек. Конечно, когда для повседневности, то может быть она проявит свои минусы, вот как Роман пишет. А если выезжать в хорошую погоду по праздникам, так сказать, для души, то я думаю, все хорошо будет. Делай типа в песках Японии воюет. Это как? Вроде грязные, а вроде нет. Но я сомневаюсь, что эти сушки доходили до Японии. Хотя я, конечно, тот еще любитель переделок всяких неисторических. Хоть Япония, хоть Китай. Если понравится образ, можно будет сделать. Не, ну тут я буду по инструкции. По-моему, эта сушка нашла свой конец где-то в странах ближнего зарубежья. То ли в Чехословакии, то ли... В общем, она уж у меня трофейная будет. Если кто не знал или кто забыл. То есть тут будут декали советские, и они как бы грубо перекрыты немецкими декалями. То есть такая вот трофейная, но еще как бы черновая сушка. То есть ее, ну, видимо, захватили, но не успели толком ни перекрасить, ни как-то нормально оборудовать. Просто
а поверх нацепили, нарисовали от руки опознавательные знаки, и все. И на том все и закончилось. И в таком виде ее уже уничтожили. Но опять же, я буду делать неуничтоженный вариант. Хотя вот тут еще один такой вот логический наклевывается парадокс. Я хочу поставить на нее, например, фару нотек. Или нотек, как правильно. То есть вот эту вот немецкую светомаскировочную фару. Но если мы рассуждаем, что при захвате не было времени даже перекрасить, даже нанести нормальные тактические знаки, но при этом было время прикрутить фару, но вроде как нелогично, да? То есть если вот следовать легенде, то, наверное, фара будет как-то лишняя. Хотя, может, если я так в эти все рассуждения вдамся, то в конце концов и схему окраски поменяю. Может быть и такое. Здесь есть и другие варианты трофейных машин. Есть желтенькие, прикольные. Правда, там камуфляж мне совсем не нравится. Но сама идея сделать сушку желтенькой уже интересная. А, пыль песчаная, я понял. Так, что я хотел показать? А, инструкцию хотел показать. Смотрите, что у нас тут есть. Давайте еще разок взглянем. Есть вот такие вот прикольные сушки желтые. Это Румыния, лето 44-го. В принципе, вроде как ничего, но здесь такие вот пятна, такие непонятные, камуфлированные. Даже не знаю, нравятся они мне или нет, буду я за них браться или не буду. Вот. Ну, сама идея такого светлого тона, в принципе, мне нравится. Может быть, забить на камуфляж и сделать просто песочного цвета сушку. А рядом малярную бригаду. Типа они камуфляж только собираются наносить. Вот. Еще есть Румыния, весна 44-го. Вот такая. Есть с аналогичным камуфляжем. Тоже лето 44-го. Это сушки, они, кстати, с порядковыми номерами. 213 и 212. Есть неустановленное подразделение, зелененькая такая. Есть полосочку. Курлянский котел, февраль 45-й. И вот тот вариант, который я хочу взять. Чехословакия, весна 45-й, Зноймо. Вот как раз я даже нашел фотографию с этой машиной. Она на вокзале в Зноймо была уничтожена. Там много уничтоженной техники, и вот она в том числе. Вот видите, вот такая маркировка так перебита. Грубо. Грубо даже не закрашена советская, а просто вот так вот поверх намалевана. Владимир, как последний трек будет стыковаться? Ну, во-первых, возможно, точно так же, если я его смогу соединить, ну, уже на ходовой части. Просто вот так вот подрежу и аккуратно на щелчок соединю. Если не получится, то значит наклей. Я думаю, последний трак я буду соединять где-то в нижней части, поэтому то, что он будет посажен на клей, но никакой проблемы в этом я не вижу. Еще вот, кстати, Александр Листопад, вот здесь он в чате, вот он подсказывал, что можно, например, собрать как кассету, да?
То есть собрать катки, насухо натянуть сюда гусеницу, это все дело, ну, закрепить, подклеить, и потом снять все это дело, ну, всю эту кассету, гусеницу с катками и красить ее отдельно. Тоже как вариант. Кстати, Саш, если ты на связи, я вот не помню, в честь чего я эти катки не склеивал. Но я так понимаю, что ну, ничего не мешает их склеить, правильно? То есть, ну, смысл их держать раздельно. Там же нет никакой особенности покраски, никакой сложности. Просто мы их соединяем, да и все, и красим потом в сборе. Просто я не помню, почему они у меня до сих пор разъединенные. То ли я что-то хотел сделать, то ли просто не успел их склеить. Так, я хотел еще показать одну вещь. Хотел. Где она у меня тут лежит? Точно не тут. Тут вроде лишние запчасти. Вот они. Пластиком перекрыл. Короче, вот тут же под ленивец вот такой вот эксцентрик стоит. То есть, соответственно, им можно двигать и регулировать натяжение гусеницы. Соответственно, если она будет слишком свободно болтаться, то переместить эксцентрик вперед. Если же наоборот слишком туго, то максимально назад. Вот. Ну и таким образом добиться адекватного натяжения. Вот, и после этого уже соединить траки. Ну или наоборот, сначала их соединить в одну ленту, вот в такую ленту их соединить. Установить насухо все катки и звездочку, ну и ведущий каток. И, например, не ставить ленивец. И потом уже в эту установленную секцию траков просто вставить аккуратно вовнутрь ленивец, понять, на каком он находится, ну, как должен находиться этот эксцентрик, ну и, в общем-то, натянуть гусеницу. Короче говоря, заранее вот эта лента должна в такой вот браслет уже быть собрана. Ну, короче, как-то так. Надеюсь, более-менее понятно объяснил. То есть, когда у тебя не установлена звездочка или ленивец, то ты, в принципе, можешь накинуть гусеницу без проблем. И потом уже вставлять это недостающее колесо как бы отдельно. Но опять же, когда все натянуто, можно, в общем-то, и на клей все взять. Блин, счесал. Тоже отвлекся. Что-то призадумался и сломал зубец. Ну, даже при этом подходе
нет полной гарантии, что отсутствуют все риски. Все равно можно напортачить. Саша, песочный цвет более по душе. Ну да, с одной стороны, он такой мне тоже больше нравится, ну, в плане того, что редко встречаются танки в песочном. Ну, советские, по крайней мере. И это уже будет, оригинально по-своему. Но пока не уверен, будет ли он песочным все-таки или нет. Да и вот с этой фарой тоже что делать. Ну тоже вот напишите, вот что думаете. Стоит ли такой тюнинг ставить, если у нас поспешно нанесенная немецкая маркировка, но при этом стоит ли ставить фару ноток? Ага, Олександр, нема ніяких нюансів. Ага, добре, дякую. Тогда получается, что я просто еще не успел их склеить. Да соберу, да и все. Сегодня, я думаю, тоже соберем. Ярослав, привет. Кирилл, на Октавии кайфуешь? Понимаю. Октавия клевая. Правда. Гусеница повреждена, шанс разрыва увеличен. Да. Это нужно сказать еще таким характерным голосом игровым, да? Вот тут, кстати, при разрезе у меня так и норовит нож соскочить. То есть пытаюсь резать по центру, но иногда он соскальзывает и срезает как бы край. Это не очень хорошо. Во-первых, этот край рискует отломиться, да и вообще я бы предпочел, чтобы все разрезы были строго по центру этого цилиндра. Поэтому тоже аккуратно надо. Мне кажется, при таком резе это будет самый такой щадящий способ. Кирилл, приветствую. Сталинский моделист. Японский головой. Да. Название, конечно, провокационное, ничего не скажешь. Но в то же время, если ты хочешь именно в этой тематике, да, модели пилить, то тематика получается очень узкая, да? То есть именно техника периода исключительно Второй мировой, там буквально немножко сверху.
такое. Ну, вот, собственно, и все. Одну гусеницу мы собрали. Правда, состоит она у меня из двух таких лоскутков. И соединиться она не может, потому что я уже сломал эти зубцы на местах соединения. Вот, сейчас что-нибудь придумаем. Давайте, наверное, тогда, как я и говорил, соберем здесь на клей. Вот в этом месте, где у меня сломан зубец, я его соберу на клей. Вот так вот. Ой. Так. Есть. И следующая гусеница превращается. Вот эта вот кучка литников должна превратиться в очередную гусеницу. Ярослав, грунтовать валехой планирую. Сдирается от малейшего прикосновения. Ну, тут даже не знаю. Ну, у меня как бы... Я не могу назвать его прям бронебойным, ну, в смысле, непробиваемым, не могу его назвать. Но в то же время он выдерживает такую, ну, небольшую нагрузку. Хотя вот что интересно, я вот смотрел сегодня ролик, сейчас скажу чей. Так, сейчас скажу, чей это был ролик. Михаил Смоменц. Сейчас ссылку скину. Вот. Он тоже грунтует Валеха, и причем он говорит, что Валеха, она нормально к механическим к механической обработке относится. Я вот сейчас еще руки не дошли спросить у него, но тоже хочу написать насчет этого. Вот, как у него это получается, потому что, ну, у меня она такая достаточно нежная, но все же держится. Прям чтобы малейшего прикосновения такого не было. Но правда он написал, что он дует ее на давлении где-то 2,5. Я дул на гораздо меньшем. Я не знаю, это от чего-то, что-то от этого зависит или нет.
А плюс, опять же, он говорит, что желательно разбавлять этот грунт. Я дул без разбавления. Вот сейчас хочу попробовать с разбавлением. Ну, во-первых, немножко экономичнее будет, во-вторых, вот, говорят, что лучше разбавлять. Аммо, фуфло. Не, ну согласен, Кирилл, насчет рекомендаций по давлению. Конечно, как истину в последней инстанции все эти комменты воспринимать и советы не стоит. Но нужно просто пробовать и смотреть, что подходит именно тебе. Но просто вот я вообще не сталкивался с работой на таком высоком давлении. То есть у меня обычно вот где-то вот 1,2 стоит. А прям на 2,5 это ж капец будет дуть. Тут еще модель попробую удержать на таком потоке. Вот. Но может быть в этом есть какая-то фишка. То есть, возможно, оно как-то лучше задувается при таком давлении. Что интересно попробовать даже. Что оно даст. Ага. Рекомендации наслушался. По кузову шлифовать и перелакировывать. Не, ну это, конечно, жестко. Не, на финишных лаках слушать рекомендации, это, конечно, опасно. Лучше где-то на начальных этапах или вообще на кошках. Чтобы оно было как-то поспокойнее. Александр, 3-5 подходов на что? Именно на грунт или на краску? Не, ну в любом случае в этом плане я как бы согласен. Лучше дуть полупрозрачными слоями и за несколько подходов, чем один раз плюнуть каким-то жирным слоем и подпортить модель. Ну, Ярослав, тут я абсолютно с тобой согласен. У нас Кирилл такой непримиримый валехоблец. Не, я на самом деле прекрасно отношусь к валеха и к грунтам, и к краске. Вот. Конечно, не исключаю, что Тamiya понравится больше в плане того, что моется легче и так далее, но я думаю, от валехи все равно не избавлюсь. Не, насчет твоего вопроса, ну, правда, не знаю, не могу сказать, в чем там может быть проблема. Может быть, поверхность не плохо обработана, может, не обезжирена. Может и правда разбавлять, пробовать. Или грунт уже подгулявший. Это зараза, сломал. Досадно. Всяко бывает. Даже
Все равно подрезаешь, подрезаешь, стараешься, но... На 100% от повреждений не застрахован. Но в любом случае такая сборка гораздо более простая и менее рискованная, чем я собирал до этого, пытаясь траки как-то каким-то раком изогнуть. Андрей, приветствую. Сдирается прям пальцем. Не, ну это жестко, слушай. Ну вот сейчас я найду модель погрунтованную. Вот сейчас прям найду. И покажу. Чтобы не быть голословным. Ну, вот она наша полуторка. Кто помнит, кто-то, может, еще не видел. Как положили на последнем стриме, так и лежит. Ждет. Ждет, родная. Ну вот. Пальцем не сдирается, по крайней мере. Прекрасная поверхность. Это вот Валеха светло-серый. Обалденно лег. Прекрасная ровная поверхность. Я тут даже немножко подшкурил. Легенькой такой шкуркой. Вот давайте на донышке попробую. Сейчас возьму губку. Какую-нибудь 1500 или 2000. Мои тут абразивчики. Вот. Ну вот 2000, например. Опять же, в том же видео Михаил, вот, который я скинул, рекомендует, говорит, что можно шлифовать валеховский грунт, но этими самыми губками 1500-2000. Ну, сейчас приноровимся. Ну, с легким нажатием. Вот грунт остается на губке, то есть какая-то шлифовка происходит. Никуда она не сдирается. Все прекрасно. То есть если какой-то легенький песочек у вас там получился на поверхности, то можно это убрать. Ну, то есть, по крайней мере, не облазит, да. То есть ничего такого катастрофического здесь не происходит. Но я, конечно, не хочу сейчас сильно его нагружать. Ну, сами все видите, сами все слышите, как я шкрябаю. А вот тут чуть протер на грани, на краю. В центре так и не протер. Ну, ладно, я думаю, все с ним понятно, да? Так что, не знаю, возможно...
Может, в Олехе недостаточно суток? Ну, может быть, может быть. Тут я не берусь утверждать. Ну, пусть 2 суток полежит, 3, если не горит сборка. Ну, может быть, кстати. Не, ну зачем ногтем, Кирилл? Малярку? Малярку сейчас попробую. Хошь, даже настоящий малярный скотч. Не томию. Ну, серьезно, там на донышко не жалко. Сейчас какой-нибудь кусочек. Не, ну, ногтем сошкрябать-то понятно. Ногтем я сошкрябаю любую краску. Ну, почти любую, да. Тут дело даже не в Олехе. Ну, а вот малярный скотч сейчас мы проверим. Так. Ярослав, ну клей разъедает, в этом я не сомневаюсь. Я ж покрашенные деталь склеиваю клеем. Естественно, он разъедает. И краску, и грунт, все разъедает. Так что тут даже экспериментировать не буду. Ну вот, нормально. Вот тебе ногтем через этот вклеиваю. Нормально. Нормально держится грунт. Ну ладно, посмотрим. Думаю, достаточно экспериментов на сегодня. Ну а, так сказать, в процессе работы уже там будем смотреть. Может быть, когда-нибудь Валеха меня и подведет, возможно, сдерется, возможно, еще какой фокус оттюбучит. Кто знает. Кажется, ничто не идеально, все может быть. Но, по крайней мере, вот сейчас я ей доволен. Я, по крайней мере, с Валехой работал, когда красил трамвай, когда красил танк. Тоже модели большие. И там много цветов было на трамвае, маскировка была. И прекрасно себя Валеха проявила. Чем смыть грунт от Валехи? Не знаю, я в этом... Я смывал одну детальку, там была краска и грунт. Купал в кроте, но практически не помогло. Потом еще долго шкрябал. Ну, благо деталька плоская, поэтому больших проблем не возникло. Но после этого у меня вообще пропало всякое желание смывать краску. Я не знаю, будь что будет, но я не знаю, я буду, наверное, идти до конца всегда. Даже если модель подпорченная, но ничего страшного, будет, так сказать, в назидание
на будущее. Пусть будет с дефектом, но, блин, перекрашивать и смывать я больше никогда не буду. Я только с одной деталькой намучился, мне хватило. А что если смывать какую-то модель со сложной геометрией, то даже представлять не хочу. Лунфас, привет. Спиртом. Да, кстати, спиртом. Я, правда, кстати, не пробовал, но я думаю, должен взять же. Я помню, спиртом смывал эту краску Босни. Блин, Мазик перекрашивал несчастный раза 3, наверное, кабину. Только не тягач, а карьерный, 530. Что-то она у меня так плохо ложилась. И каждый раз ты сидишь под сериальчик с ваткой со спиртом, возюкаешь по нему. Так, Олег, что у вас там происходит? Николай, приветствую. Валеховский клинер. Плохо смываю, странно. Родной же должен, по идее. Ярослав, а ты что смываешь? Не жучка ли случайно? На нем плохо вышло. Тормозной жидкостью, да, точно. Тоже слышал, но не пробовал. Ну да, только механическая очистка. Так у меня и после крота тоже механическая очистка потом была просто необходима. Такого способа, чтобы краска прям взяла и облезла, я даже не знаю. У меня же я смывал краску с этого с бантома. У меня там проблемы со смывкой случились. И я вот начал с капота, и я уже просто решил, что буду делать как есть. Я не буду смывать корпус. Я как-нибудь другим способом исправлю или уже просто оставлю как есть. Но то, как я намучился с капотом, я кузов весь смывать не буду. Хотя, в принципе, я придумал... Блин. Резанул лишнего. В принципе, я придумал, что с ним можно сделать, но... Ну, как бы первая была мысль именно оттереть краску. Так, ну вот. Снова проблемка теперь. Но у меня есть запасной. Так, хорошо. Кстати, у меня же есть запасные зубом, поэтому те, которые у меня сломаны, можно было заменить сразу.
Вот Кирилл с какой стороны аэрограф ищупал, чтоб продолжительно можно было красить, да, с удобством, чтоб не натирал. Вот это да, если долгое время красишь, то важно. Да, изопропил тема. Гораздо лучше аптечного этилового. Я в нем предпочитаю кисточки мыть. Тоже отлично. Отлично после него отходит эта краска. Мне коллега писал, что в изопропиловом спирте вообще тами разводят. То есть без всякого фирменного разбавителя. Ну и, соответственно, изопропилом и аэрограф после томии моют. Женя, привет. Спасибо. Кстати, вот только тебя вспоминал про томию и изопропил. Аэр просто после валехи изопропилом лучше не мыть. Ну, в принципе, у меня проблем не возникало. Ну как, я сразу продуваю водой, ну, основную часть вымываю водой, и потом уже что осталось и изопропилом. То есть вообще, да, если залить прям в грязный аэр изопропил, то туда будет сворачиваться. Ну и опять же, и жалко. Проще сначала водой выдуть все лишнее, а потом уже там что останется на стенках, но его просто не так много остается, чтобы оно забило. То есть даже если оно там где-то и свернулось, то оно все равно вылетает все. Сопло у меня в изопропиле регулярно купается, если забитое. Тамия и ЕПС равно любовь. Вот так вот. Коротко и ясно. Ядреная химка 646. Ничего не сворачивается, животные чихают. Чудно. Кстати, вот Николай написал про ванночку, вспомнил. Я так мельком комментарий увидел, не прочитал. Виталий писал, купил покрасочный бокс. То все что-то
Сначала изобретательства какие-то, а сейчас покрасочный бокс. Интересно будет посмотреть тесты. Виталий на связи еще. А Николай купил ванночку ультразвуковую. Чуток перепаять пришлось. Так а что перепаять? Этиловым спиртом обезжиривал перед грунтом. А он шпатлю сжирает, да? Ух ты, не знал. Теперь тоже буду ферри обезжиривать. А ты как получается? Купаешь в мыльном растворе, да, модель? Ну, собранную модель просто, а потом просушиваешь. Кстати, и после просушки каких-то пятен не остается от воды. То я помню, как-то помыла, а потом ну, вот в местах, там, где капли оставались, какие-то такие пятнышки скапливались. Интересно, этот покрасочный бокс, он вообще, ну реально работает? То есть, если красить ну, вонючей краской, она не распространяется по комнате? Или все равно запах как бы остается? То есть, что это прям панацея от вонючей краски? То есть, можно взять этот бокс и спокойно работать нитрокрасками в квартире? Или все-таки он просто немножко помогает ускорить устранение запаха, а как таковой запах все равно остается. Ну, я имею в виду подсборки, Кирилл. У тебя же все равно какие-то подсборки случаются. Да, Николай, кстати, сделать тоже можно. Вот на канале Юрий Студио 54, по-моему. У него есть тоже такая подробная инструкция, как бокс сделать. Он там человек с таким вот серьезным инженерным подходом к этому вопросу. Ну, тоже кому что ближе. Кому проще купить, купит. Кому накладно, можно и что-то сварганить. Даже я просто для себя его ну, не вижу необходимости вообще никакой. Да мне его по большому счету и ставить некуда. Ему ж нужна вытяжка куда-то в окно. А у меня здесь, ну, в комнате даже нет возможности куда-то вытянуть. То есть окно, конечно, есть, но это его как-то нараспашку открывать придется. Просто выводить туда трубу. Ну, короче, какая-то фигня получается. А в зимний период, ну, естественно, не вариант такой. Какой-то закрытой форточки или закрытой вентиляции у меня нет возможности сделать. Ага, как кот зачихает.
кот шума боится. Тут если компрессор будет работать, кота здесь не будет. Да и вообще он редко ко мне заходит. Бывает, помявкает под дверью, я его пущу, потом выходит. Так что кот меня не особо беспокоит в этом плане. Не, ну то понятно, что можно продолбить, но пока этим заниматься не хочется. Да и опять же незачем. Нет необходимости. И опять же, стола так надо далеко. Это тянуть метра два здесь будет. А если еще и с изгибами, то и того больше. Тут целая вентиляция на полкомнаты. Тоже зачем оно мне надо? Тем более, что вонючей химией не пользуюсь. Вот, наверное, пованивать будет только это томеевская смывка с растворителем. Хотя текуриловский тоже не сильно такой ядреный. Балу Кирилл трусливый. Чего боится? Шумов? Или вообще много чего? Миша, и снова привет. Так, все, что длинная сильно гусеница уже он насобиралась. Проще собирать несколько более коротких участков, потом соединять их. Потому что вот эта вот вереница, которая остается в руке, она мешает. Так и норовит сломаться. А 12 от звезды в 35-м. У меня такой нету. Хотя сам моцик классный. Я б себе такой взял. У меня моцики от Мастербокс есть. От Миниарт и от Италери. Николай, ссылку. А на что ты ссылку скидывал? Ага, Кирилл ответил. Вытяжка принудительная. Не, ну да. Просто ускоряет, да, выветривание. Миша, сделаю обязательно. Я вообще планирую по всем типам траков от Миниарт сделать отдельные ролики. То есть сборка вот этих вот траков, сборка траков на Ли и Грант, сборка на 54-ку и так далее. Я надеюсь, однажды у меня дойдут до этого руки, и вы увидите этот ролик. Я уже вообще-то второй стрим уже делаю со сборкой этих траков. Ну, в смысле, на эту сушку уже не второй, уже даже больше. Мы и в прошлый раз, и еще раньше собирали. Я имею в виду, что мне к одному обзору там
человек написал, что якобы эти траки невозможно собрать, давно еще. Вот. И я просто в качестве ответа запилил стрим и как бы в прямом эфире собирал их. Вот. Это еще было где-то в начале работы канала. Тогда без конкретной модели, без привязки, просто вот в качестве ответа на комментарий. И тогда я еще вот этого способа с надрезанием не придумал. Тогда я изощрялся, просто изгибая траки, как-то пытаясь их запихивать на свое место. Тоже не самый удачный способ был. Ну а тот, который сейчас действительно достоин быть увековеченным в какой-то краткий оффлайн ролик. Потому что стрим этот, конечно, не все посмотрят. Не так хорошо он будет продвигаться. Так, сейчас, Николай, секунду. Давай, скидывай ссылку, я тебе ключик выдал на минутку. Да, Кирилл, вот я про вот этот канал Юрия и говорил. Юрий СТ-54. Он занимается конверсиями в 43-м масштабе. И вот показывал и свою мастерскую показывал, и покрасочный бокс, как он собрал. Вот. Ну, у него реально крутой подход, так прям все выверено до миллиметра. «54» намек на что? Но он рассказывал про историю названия, там какая-то такая мутная тема, что вот эта вот Studio 54, она пересекается и немножко с другой тематикой, скажем так, совершенно не модельной, совершенно ему чуждой, но он все равно оставил это у него как с школьных или со студенческих времен еще память, когда он там в музыкальной группе, по-моему, играл. Ну, короче, тоже, если интересно, можете найти у него видео на канале, как я стал моделистом, и посмотреть его историю. Регион Новосибирской области. Не, мимо. Вроде бы. Вроде не то. Хотя, может, я уже ошибаюсь. Не, ну, дядька, старше меня. Ну, прям так, чтобы в возрасте я бы не сказал. Вполне себе зрелый дядька. Николай, что за ссылка все-таки? Сбрасываешь? Это на бокс или на что хотел скинуть? Рядом с Ritmonex'ом часто у них закупается. В смысле, прям
Вживую ты имеешь в виду? Ритмонекс у нас это Кострома, правильно? Николай, просто ты, наверное, скидывал до того, как я тебе дал ключик. Мы не получили. Скинь еще раз. Тут получается тоже YouTube так хитро делает. Он не сообщает отправителю, что ссылка не прошла. То есть и отправитель такой, ну, с чувством выполненного долга, типа, все, ссылку я отправил, все, смотрите. То есть нет никакой информации, что ошибка, что ссылка не отправлена, что вы не имеете права и так далее. Вот. И получается, что как бы вводит в заблуждение пользователя. Не знаю, может это сделано намеренно, чтобы спамеры, да, чувствовали, что их нехороший умысел увенчался успехом. Ну а вот в таких случаях, когда ссылку ждешь, человек скинул и считает, что она дошла, она не дошла, и вот это вот начинается какое-то непонятно что. Было бы правильнее, если бы всплыла ошибка, что вы не имеете права отправить ссылку, например. Кирилл часто упоминал их. Ну, тут я не знаю, я насчет того, насколько он связан с Ritmonex, но просто Ritmonex это как официальный дилер AVD Models, поэтому закупаться через них, я думаю, это самый правильный вариант. Поэтому, может, ты упоминал. А может, какое партнерство, хрен знает. То есть даже Ritmonex это как бы не официальный дилер, это Ritmonex это магазин Madimio, ну, AVD Models. То есть это одна контора, одни владельцы. Они просто называются по-разному, поэтому так сходу и не просечешь, что это одно и то же. Так, Николай, что-то со ссылками какая-то проблема. Не проходит и все. Ну, модератор же должен иметь право скинуть. Слушай, скинь мне в Facebook. Я уже перешлю. Ты, Кирилл, выиграл в Инстаграме. Поздравляю. Печатная модель 5-литрового двигателя Койот от Форда. Да ты шо, красавец. Ждем. Ждем презентацию. На 24-й масштаб, да? И я у Даши тоже ничего не видел.
Да, вот тут при разрезе еще важно немножко порасшатать отверстие, а то если лезвие такое вот тонкое, как у меня, вот это ольфовское, оно бывает так аккуратно разрежет пластик, что щели практически нет. И сквозь нее все так же тяжело протиснуть этот зубец. Поэтому после разрезания чуть пошатать надо. Все-таки расширилось. Ну, короче, тут надо пробовать. Просто надо пробовать и чувствовать пластик, чувствовать, как оно режется, как двигается. В общем, оно легче, наверное, сделать, чем объяснить. А, 24-й, 25-й. Ну, интересно, куда ж ты его решишь впихнуть? У тебя там Volkswagen есть. Можно сделать какой-то дикий кастом. Жучок с таким огромным двигателем. Ну или под него тогда отдельную модель брать. Ага, Николай в Инстаграм отправил. Сейчас гляну. Что ж за беда со ссылками такая? Да что ж такое? А, сейчас хорошо, что этот Facebook начал поддерживать синхронизацию с Instagram. Так, секунду. Найду все-таки. Вот это вот у Фейсбука платформа Business Suite появилась. Там синхронизация с Инстаграм, и можно и посты делать одновременно, и туда, и сюда, и там комменты, сообщения читать. Тоже удобная штука. Так, 76 Чернов. Это ты, да? Ничего, кроме Франкенштейна в стиле Краулер. Ну, вот я примерно об этом и думал. Какой-то такой жесткий хот-род. Блин. Вот что я терпеть не могу, это то, что копируешь вроде бы ссылку, а Facebook свои вот эти вот свою шифровку к ней прикладывает. Еще вот эти вот атрибуты на ней висят. Длиннющая получается, замусоренная.
Совсем комп затормозил. Вот. Так, ну я не понял. Не прошла, что ли? Не, ну это уже... Это уже какой-то баг. Что это? Даже я сам не могу отправить ссылку. Да реально баг какой-то. Нет, Кирилл, твои тоже не проходят. Хм. И шифрованная не прошла. Ну это как-то... О, наконец-то. Пробел убирайте. Вокруг точки пробелы и вокруг слэша. Да и не говори, Кирилл. Шифровать надо. Вот таким вот образом. Пробелы вокруг точек. Протокол HTTPS убирайте. И вот тогда пройдет. Ура! Поднимем бокалы. Видео недоступно. Вот тебе здрасте. Недоступно? Да нет, открывается. Может, ты что лишнего удалил? Или символ какой-нибудь скопировал? Не открывается. Убираешь пробелы вокруг точки и вокруг слэша. И все открывается. А, все, заработало. Ну все, отлично. Разобрались. Мы ее победили. Не, нормально. YouTube сразу отключил возможность переходить из чата с профиля на канал. Сейчас ссылки не дает скидывать. Не, ну это какая-то дичь, ну реально.
Раньше так было раньше удобно. Кликаешь по сообщению, перейти на канал. Все. Заинтересовал тебя человек в чате, перешел. Зачем это убрали? Вообще непонятно. Кому оно мешало? В крайнем случае, дай бы этим администраторам возможность настраивать. То есть, типа, если кто-то не хочет, чтобы эти ссылки были рабочие, отключили бы. Это, в принципе... Ладно. Раз уж сказал, снимаю. В принципе... Ну да. Но у Юрия все-таки попроще. Он, по-моему, делал из большого судочка пластикового. То есть вставлял туда вентилятор, лампу вставлял. Но основа это была такой, ну, контейнер большой пластиковый. То есть, в принципе, у него в этом плане она более доступная. Ну, кстати, да, Кирилл, вот эти вот иногда поражают видео по самоделкам, типа, такая вещь должна быть в каждом доме. И вуаля, эта вещь делается на каком-то станке или на каком-то сложном оборудовании. Конечно, такую вещь в каждый дом можно сделать. Если к этому дому пристроен цех собственного производства. Так, что у нас тут получается? Ага, еще. Вот эта секция. Так. Блин, соседи у меня завелись. Теперь звуки за стенкой. А я уж было и начал забывать, насколько она тонкая. Стенка. Ну тоже нормально, Ярослав. Запчасти к самодельному боксу дороже такого же бокса покупного, да? Вариант. Так, стоп, у меня тут еще одна секция
чуть не прозевал. Чуть не пропустил. Один так точнее. Блин, не той стороной. Так. И момент истины. Собираем предпоследнюю, точнее, предпоследнее соединение. О, полностью рабочая гусеница. Вуаля, 72 трака. И в принципе относительно прочная. Ну, конечно, на разрыв я ее не буду пробовать, но вот такие вот манипуляции выдерживать, я думаю, это уже очень хорошо. Так, у меня вот это вот поврежденная только. Что если я сейчас возьму и заменю ее? Надеюсь, что ничего не сломаю попутно. Сейчас это вот беззубую заменяю на целенькую. И у нас получается полностью рабочий такой вот браслет. Кстати, Володя здесь еще. Вот сейчас хочу попробовать насухо собрать ходовую часть с этой гусеницей. Вот к вопросу, как мы соединим последние траки. Вот так и соединим. Круг замкнулся. Так. О, все. Вот он. Вот она, красавица, гусеничная лента. Абсолютно рабочая, без капли клея. Все реально. Все реально. Так, все, давайте, где мои каточки? Куда я их дел? Вот они. Давайте мы их сейчас соберем и насухо сделаем нашу ходовую часть. Так, вот здесь вот соединяются катки тоже так очень хрупко. Вот тут три посадочные точки. И на вот этих вот болтах, болтах, да, есть 3 едва заметные пимпочки, которые должны в эти точечки попасть, чтобы колесо у нас четко спозиционировалось. При неосторожном обращении, конечно, это все может слезаться. Два стрима на катки ставить буду. Да нет, не буду. Этот стрим последний по сути. Вообще, вот что касается, раз уж Виталий затронул этот момент, что касается организационных моментов. Этот стрим у нас последний в этом году и последний по сушке. И по сути мы уже собрали все модели, которые собирались собрать на онлайн. То есть они у меня остались в виде подсборок. Нужно их уже покрасить и
собирать без эфиров. Заканчивать собирать. Блин, никак попасть не могу-то. Вот, есть мысль, ну, если вдруг интересно, провести разговорный стрим, хотя я не знаю, будет интерес к нему или нет. Ну, чисто такой предновогодний. Напишите, если есть ли смысл такого формата. Вот. Ну а в дальнейшем, что собирать дальше, и это уже будем смотреть со следующего года. Вот, Toyota вижу, не особо интересует. Или, по крайней мере, поддержать в этом направлении пока что желающих нет. Ну, значит, Toyota мы собирать на стриме не будем. Вот. Ну а что будем и когда, я пока прогнозировать не буду. Посмотрим со следующего года, там будет видно. Не, Ярослав, красить я не буду. Да, во-первых, что отвлекаться не айс, плюс неудобно. Я вот это вот ставлю перегородки, тут защиту для краски, от краски точнее. Мне неудобно в чат смотреть и не хочется отвлекаться лишний раз. Это во-первых. Во-вторых, я крашу, скажем так, не очень хорошо пока что. Я еще все это дело изучаю. И для меня покраска это такая история достаточно долгая и вдумчивая. Поэтому на стриме мне тяжело все это дело провернуть. У меня часто такие стримы просто превращаются в полуторачасовую борьбу с эрором. И это как бы и мне совершенно неинтересно, и вам смотреть тоже такое себе удовольствие. Поэтому я решил, что когда у меня будет покраска получаться как само собой разумеющееся, например, вот как Семен Scale Journal или Володя записки моделиста, или вот Дима Гинзбург, вот они красят, вот, как здрасте, да, берут и красят на стриме, так сказать, не отрываясь от разговора. Ну, тогда и я буду красить. Ну а пока я еще учусь, пока еще у меня рука на это не набита, я уж буду учиться сам без эфира. Николай, ну как, у меня такой формат уже был на начальных этапах жизни канала. Просто тогда он почему был актуальный? Тогда мы как бы знакомились еще, меня там мало кто знал, я мало кого знал, да. Поэтому мы вот встречались, общались, ну так всего пару раз, по-моему, встретились. Вот. А сейчас вроде как уже мы знакомы, все друг друга знают, и на стримы приходят, ну, плюс-минус аудитория стабильная. Поэтому сидеть, смотреть друг на друга и разговаривать, ну не знаю. Просто если накопятся какие-то темы на обсуждение, например, если вы накидаете, вот о чем можно вот потрындеть пару часов, что можно обсудить, какую, может быть, дилемму модельную, я бы там свое мнение на этот счет рассказал, вы мне там свое написали, то да, то можно разговорный, а так... Да, я, наверное, объявление кину в сообщество. Возможно, предложу написать вопросы. Вот, если наберется достаточно, чтобы провести такой тематический стрим, то
я думаю, сделаем предновогодний такой вот разговорный. Но это опять же в зависимости от того, наберется ли материал. Чтобы, конечно, чтобы не сидеть, не молчать, да. Да, общение согласен, да. Ну, тут же вот общение, вот мы общаемся, да, а попутно руками что-то делаем. Вот, а если просто сидеть, то тут надо какая-то тематика уже желательно, какая-то оживленность большая. Да, Ярослав, вот так вот у тебя глаза открылись. А на самом деле, да, контента огромное количество. И западного, и русскоязычного сейчас очень довольно много качественного. Все есть реально. Так, я тут не провтыкал же, надеюсь. Нормально. Тут же, смотрите, тут колеса подвижные, катки. Пардоньте. Пардоньте, какие колеса на танке. Катки. Вот, смотрите. Два катка соединяются вместе, потом сюда ставится втулка и накрывается это все дело колпачком. То есть втулка ставится без клея, и, соответственно, колесо на оси может проворачиваться. Ну и на ось, естественно, колесо не клеится. Вот такая вот здесь история. Да, вот и сейчас вообще тенденция идет к роликам таким вот, к сжатым роликам. То есть за одно видео, чтобы была построена модель. Причем иногда достаточно сложная модель. То есть внимание к каким-то мелочам уже не уделяется. Больше вот как шоу, да? То есть если вам нужна подробная инструкция по сборке, то это как бы не сюда. А больше ставка вот идет на просто вот в начале видео показать коробку серого пластика, в конце видео уже готовую покрашенную модель. Вот сейчас и западные, я смотрю, так работают, и русскоязычные тоже. Целый ряд моделистов тоже в этом формате. Да и я сам хочу попробовать. Хотя с моим желанием поразглагольствовать довольно тяжело. Но я хочу постараться. Хотя бы уместить стройку в один ролик, например, 72-го масштаба какую-нибудь. Николай, ну у тебя прям правда что? Как на пороховой бочке. Ну, хорошо, давайте тогда я опубликую там сегодня-завтра пост в сообществе на канале. Напишите тогда да, нет, какие-то темы. И если что, то вот какого там числа можно будет собраться. Вот прямо перед Новым годом. 30-го, 29-го, ну в начале, короче, недели. В начале новогодней недели. Вот.
Да, торренты еще живы, Кирилл. Че, я кино на торрентах качаю. У меня по фильмам Рутор Инфо в этих в фаворитах. Вообще, конечно, их раньше много было. Да и они и сейчас, наверное, есть. Но я уже гораздо меньше на них сижу. На торрентах. Вот ННМ, да, вот прям аж ностальгия пошла. Как название вот это увидел. Да, когда-то на нем много чего скачивал. Больше когда графические материалы нужны были. Это вот на торрентах. Тогда часто качаешь. Ха. 31 января 23. Ну, я все-таки человек женатый. Поэтому 31 января в 23 я все-таки буду встречать Новый год. Вот. Но если бы, конечно, я этот вечер проводил сам, то конечно, грех не выйти в эфир. От 1 января в 9 утра можно, так сказать, перекличку по живым провести. Ну, в 9, наверное, рановато, но вот в 10-11. Такой. Посмотрим, кто живой, кто потянется. Так. Николай, давай, доброй ночи. Действительно рановато ехать. Спасибо за участие. Спасибо за активность. Да, я думаю, через полчасика тоже будем закругляться. Сейчас я вот эти вот колесики доклею. И покажу, как надевается гусеница. Я тоже так сказал, покажу. Сам впервые попробую ее надеть. Кстати, ведущее колесо. Здесь на сушках не звездочка, здесь вот такое вот колесо ведущее. И внутрь попадает зубец. Так, где инструкция? Куда я ее делал? Так, интересно. А вот она. Так, с ведущим колесом там никаких проблем нет. Ага, внутрь ставится втулка. О, вот чуть не про это самое. Не прошляпил. Еще и без клея ставится. Хорошо, сейчас мы ее найдем. Я-15. Я-15.
Кстати, растворитель Томеевский я заказал себе. Еще прицепом пару красок. Вот, так что, не знаю, наверное, в этом году уже не успею. Мне он, наверное, приедет только в конце недели, а там уже и конец года. Но я думаю, в ближайшие там дни Нового года уже все-таки грузовичок покрашу. Так сказать, будет там у меня первая модель в новом году собранная. Вайкроу, привет. Металлические траки на штук 3 или от Миниарт. Ну, с немецкими траками я не сталкивался, миниартовскими. Но опять же, Миниарт это 100% качественные траки и точные траки, ну, правильные. Насчет сборки я не могу сказать, я не собирал их. Я даже не знаю, они рабочие или на клей садятся. Поэтому, если интересен как бы вес модели, ну, в металлических траках же весь прикол в том, что это моделька тяжеленькая получается. Плюс можно краску стереть до металла и будет какой-то реализм, типа потертости, да. Поэтому, если хочется именно металл, чтобы металл ради металла, то можно металлические, но миниартовские, я думаю, тоже прекрасно дополнят модель. И отлично будут смотреться. Я так понимаю, что на замену, да, там какие-то родные траки на модели совсем не какашка. Поэтому и выбор стоит между миниартовскими и металлическими. То есть миниартовские, например, если заменить винилы на 34-ки, на ICM-овской, то миниарт это будет просто бомбезно смотреться. Там никакой металл не нужен. Просто... Александр Листопад, если здесь еще, напиши, пожалуйста. Ты наверняка больше меня знаешь про эти траки. Металлические, конечно, они ж прочные, рабочие. Тоже свои плюсы. Хотя сборка на проволочных пальцах тоже не всем легко дается. Не знаю, я опять же с металлом не работал, поэтому тоже так рассуждения мои сугубо теоретические. ЗНЗ, привет. Ну вот еще, да, нюанс. Спасибо, уточнил. Я вот по немецкой технике меня вообще как-то с трудом ориентируюсь. Ну, именно по бронетехнике.
Просто у них-то несколько немцев есть и танков, но я как-то... Просто ни одного и у меня нету, я даже не вникал в ассортимент. Вот таком штук. А что у них там в коробке за траки? Щиток пулемета исправления. Багажник. Багажник. Это что, этот ящик? О, ЕА. И буковка даже сохранилась. Так, а цифра какая там у нас на 15. Вот оно. Ну да, вот они. Вот она, эта деталька. Я-15. Так, где кусачки? А, вот они. Вот они спрятались. Короче, небольшой такой цилиндр. Держатель еще такой массивный. Это не держатель, это скорее чисто технологический отвод питателя, в смысле пластика. Поскольку деталь у нас скрытая и никакого держания в принципе не требует. Колесики поснимаем. Казалось бы, подлезть. Шо и куда?
Так, лицевая сторона у нас с колпачком. Ну да, сюда. Шляпкой. Сейчас покажу поближе. Вот она у нас лицевая сторона этой ведущего колеса. Значит, сюда вставляется цилиндр отверстием вверх. Далее сверху закрывается второй деталью. И все. Этот цилиндр получается как бы внутри, и он надевается на эту самую, на передачу. Так, ну, честно говоря, мне как-то пока не совсем понятно, как оно сюда станет. Совсем непонятно. Оно глубоко должно сесть до самого конца или вот так вот. Просто если глубоко, то тут рассверливать надо было, но что не идет. Ну, по идее, логично, чтобы она села до конца. Тогда вот это вот штырек будет торчать сверху, да, и на него как раз сядет цилиндр, который мы только что делали. То есть, по идее, даже, я думаю, правильнее будет так собрать. Рассверлить вот этот вот диск, вот это колесико, половинку, надеть его сюда, потом вклеить цилиндр на вот эту ось, а потом надеть верхнюю часть и приклеить верхнюю часть только к нижней, за вот эти вот по кругу посадочные отверстия. И тогда, по идее, это колесо должно свободно вращаться. Ну, короче, ладно. Давайте пока я это делать не буду, я с этим еще обмозгую, как это все правильнее мне потом собрать. А сейчас делаем следующее. Сейчас давайте поставим нашу ленту. Ну, хоть как-нибудь, как она станет. Ну, а ведущую, ну, давайте я ее пока... Ну, она все равно туго сюда садится, поэтому... Ну да, смотрите, все правильно. Вот если даже судить по каткам, да, видите, где промежуток между катками и где промежуток между половинками вот этой ведущего колеса. То есть определенно оно должно сесть глубже. Так что тут надо будет его серьезно рассверлить, потому что вообще не идет. Так, а ленивец. Ленивец у нас... Вот он. Вот он, ленивец. Собирается без сюрпризов. У него втулка снаружи ставится. Так что давайте соберем. Раз уж без сюрпризов, то чего не собрать-то, правильно? Кстати, Кейл, ты хотел тоже прокомментировать твое сообщение. Это забыл сразу. Сейчас вспомнил что-то про Балу, то, что ты про собаку, про собакена своего рассказывал. Пшак у нас примерно аналогично себя ведет. Тоже. Когда в подъезде никого нет, бывает, морду высовывает, там выходит даже немного, обнюхивает все. Но стоит только где-то в подъезде
каким-то голосам появиться или дверь хлопнуть. Да, со всех ног уже мчится под кровать просто. Или если кто там заходит, или эти там за электросеть, за воду там показания собирают или платежки разносят. Тоже. Только я дверь открываю, только слышит чужие голоса, это все. Мчится просто со всех ног уже текает, или с квадратными глазами просто стоит это в дверях и так прячется. В общем, прикольно. Прикольно наблюдать за животинкой. Так, вот, а вот этот эксцентрик мы сейчас так посадим. Как-то так. И вот у нас что получается. То есть гусеница просто спокойно сюда оттягивается. То есть получается, мы можем вклеить все, да? А гусеницу уже после вставить вместе с ленивцем или же с ведущей звездочкой. Ну, как-то одновременно. То есть понятно, да, что вложить вот вовнутрь там под гусеницу и как-то все это установить. Ну, то есть есть такой способ монтажа вот этой ходовой части, он в принципе имеет право на существование. Как я буду собирать, я еще пока не решил, но скорее всего, да, я установлю ведущую, а ленивец буду красить отдельно и ставить его уже в самом конце. Ну опять же, если так, как я описал, что вклеивать сюда ведущую. Давайте попробуем рассверлить. В принципе, что теряться-то. Если сейчас сверло найду. Если сверло найду, то рассверлим. Так, это миниатюрные тут. Так, куда я дел
большего диаметра? Это вопрос. Если быстро не найду, то значит я уже сам буду рассверливать. О, Михаил, приветствую. Не склеивай половинки до установки гусениц. О, точно. Вот это идеальный вариант. Спасибо, Миш, спасибо. Вот это вот прям вот то, чего мне не хватало. Вот этой мысли просветленной. Действительно. Вот. Это же простейший способ. Мы ставим вот эту вот половинку сюда. И можно даже вклеить вот этот цилиндр, на котором она вращается. Как шапочку вот сюда. И все. А вторую половинку мы откладываем. И потом просто вот ставим сюда гусеницу. Она нам никак не мешает. Она просто укладывается на верхнюю часть ведущего кольца. Ща уложится. О, вот, кстати, хорошо видно, как зубцы в механизм попадают. Вот гусеница укладывается на верхнюю часть колеса ведущего. Можно вот в этом моменте эксцентриком отрегулировать натяжение. Вот сюда его сунуть аккуратно. Ну, короче, идею вы поняли, да? Мне просто будет без камеры это все удобнее сделать. Короче, вот как-то вот так вот. О, вот даже получилось. О, точно. Ну вот, натянутая гусеница, все. И потом, да, после установки просто закрыть половинкой. Михаил, просто вот, что называется, в нужное время. Спасибо. Буквально вот последний шажочек остался до правильной конструкции. Все, вот такая вот у нас прекрасная ходовая часть получилась. Шикарно просто. Абсолютно рабочая, все крутится. В конечном счете этот ведущее колесо сможет эти зубцы толкать, да? Ну, короче, реально обалденная рабочая ходовая часть. Все. Я считаю, миссия этого стрима выполнена. Кстати, вот я так и не понял, никто не ответил или я прозевал вопрос. Ну, сейчас задам еще раз. Возможно, кто-то подошел, вот Михаил подошел, может быть, еще кто. Давайте сейчас еще раз поговорим об образе модели, о том, как я хочу ее, что я хочу от нее получить. Смотрите. О, оставлю так. О, супер. Не, я в восторге. В восторге просто от мини-арта, от этой вот проработки. Класс. Так. Смотрите, что касается образа. Скорее всего, будет машина вот в таком виде. То есть это трофейная сушка
Но в чем ее особенность? Советские декали грубо перекрыты немецкой. То есть видно, это все делалось в спешке и не было времени на полную перекраску машины. Вот, напишите, как вам мои рассуждения, насколько оно все имеет место быть. И, соответственно, если мы имеем такую декаль, то насколько уместно будет смотреться немецкий тюнинг? Например, фара Notec там, или какие-то бочки немецкие, вот что-то такое. То есть, по идее, если тут наносилось в спешке, то тюнинга быть не может немецкого. Но с другой стороны, мне хочется поставить фару Notec, например. Но это будет так красиво и достаточно необычный аксессуар на сушке. Насколько сильно вот с точки зрения легенды, с точки зрения логики, вот это все будет конфликтовать, на ваш взгляд? Как считаете? Или если я все-таки заморочусь вот этим вот тюнингом немецким, то может быть лучше выбрать какую-то другую расцветку. Например, вот этот вот 144 там, или полосатый мне не нравится. Или вот этот. Ну, я уже говорил, что можно еще и пустынный, но я с камуфляжем с этим не совсем понимаю, что делать, и не уверен, что он мне нравится. Кирилл, художник художником, но хочется, чтобы легенда была логичной, пусть и немножко фантастической, но, точнее, немножко там вот if, да, но чтобы она была логичной, да. То есть мы имеем тут спешку, а тут тюнинг. Дело не в том, что боюсь, я не совсем понимаю, как его сделать. Видишь, у него тут такие размытые линии. Это придется наносить аэрографом вручную, скорее всего. Если бы это были маски, то ладно, я бы заморочился с масками. Но тут вот такие поддувы легенькие. Это реально придется рисовать аэрографом. Ну, я просто объективно еще им так не владею. Чтобы вот это вот все нанести. Михаил, не совсем понял. Сейчас. Да вот тут как раз неаккуратно, смотри. Вот он мой вариант. Здесь прям наляписто от руки. Вон, коряво нарисовали крест. Тут вообще замазали желтой краской. Как-то не шибко и аккуратно-то. Ну вот разве что номер 75 обвели рамочкой. Но тут он прям от руки намалеван. Вот не знаю, если на кошках натренируюсь вот с такими поддувами, может быть и замахнусь на песочный. Но как-то пока я себе это слабо представляю. Хобби М, приветствую. Notec сложно в поле. Ну вот я ж о том же, что Notec в поле это как-то скорее, если машина оборудована уже такой фарой, то вероятно она была на техобслуживании, на серьезном, а соответственно ее бы перекрасили.
Вот. На хаке лак для волос, потом желтый. Ну там эффект совершенно другой получится. Михаил, понял. Если немца, то полноценного в этом плане. Ну, мне просто понравилась вот эта вот фишка с перебитыми декалями. То есть тут просматривается советская маркировка поверх немецкая. То есть вот такая вот наляпистость, она мне наоборот понравилась. Ну, на кошках, ну хотя бы на донышке или на интерьере, не знаю. Ну, просто вот так вот. Хотя, с другой стороны, если у меня вот эти зеленковатые пятна не получится, я ж могу его просто пустынным сделать. Да и все. О, Константин, приятно познакомиться. Запомню. Ух ты, тягач 9.1 от Менго и Абрамс на него. Серьезная вещь. Роман, трофейные. Я, кстати, находил фотографии всех их. Вот это была подбита на вокзале в Зноймо в Чехословакии. Там много техники было подбитой, и вот эта машина тоже там разбита. Но опять же, если делать ее уничтоженной, то деребанить придется. Я не хочу это пока. 309, как Зоя прочитал. Понял. Понял. Вот, значит, фотографии с уничтоженной техникой. 144-ю брошенную видел. Просто где-то там под каким-то зданием стоит брошенная. Вроде как. Вот этой фотографии не помню, кстати. Попадалась, нет, не помню. Но у меня в группе есть. Я находил фотографии, все в один альбом собирал. В Фейсбуке там где-то выкладывал. Вот этих фотографий тоже находил, но они в строю, там с немецким экипажем фотографии. То есть это реально действующая немецкая техника встречалась. И вот эту тоже фотографию видел, только вот сейчас не вспомню в каком антураже. По-моему, на ходу. По-моему, уже немецкая фотография. Саш, с фарой. Ну, с фарой я так все-таки решил, что к этому образу она, видимо, не подойдет. Все-таки фару могли поставить, точнее, там, где поставили бы фару, там уже и перекрасили бы нормально. Поэтому тут остается вопрос. Либо пустынный камуфляж и фара, либо мой изначальный вариант и просто скарб какой-то на броне. Но уже без тюнинга. Роман, интересно обратный трофей глянуть. В смысле захваченную трофейную технику, точнее, скажем так, вот эта захваченная техника, перебитая снова на советскую маркировку. В этом плане. Интересно, согласен. Если такой образ удастся найти, то я бы даже что-нибудь с ним помудрил. Действительно интересно. Но как-то не попадался. Не попадалось ничего такого.
фару сняли. Так, если немножко притянуть, все-таки фара это же конвойная, ну, Нотек, она как светомаскировочная. Стали бы с этим заморачиваться. Ну ладно, по крайней мере, пища для размышления есть. Но, в принципе, образ еще в таком подвешенном состоянии. Вот, кстати, Роман то, что написал про обратный трофей. Вот, если бы найти такие образцы, прототипы, было бы интересно посмотреть, ну, смогу ли я их повторить. А, 34-ки с немецкой видел, да. Видел даже модель. Это Антон Арестов делал такую модель. Там под немецким этим 5-тонным краном Т-34 стоит с командирской башенкой. Ну вот видишь, Саш, еще и вопрос по вольтажу, да? Интересный момент. Интересно, интересно, Кирилл. Хорошая мысль. Так глядишь, эта модель до диорамы у меня дойдет с такими фантазиями. А рядом копошащийся экипаж, который там в спешке наносит свои опознавательные знаки и двигать собирается. Так, кстати, вторая гусеница у нас, между прочим, тоже собрана. Правда, ее подклеить надо. Или, может, обойдемся. Может, я ее починю сейчас. Надо было и то место, которое я склеил, тоже починить. У меня ж есть лишнее. Так, ну, в общем, по времени, в принципе, у нас уже пора закругляться. Ну и по факту мы сделали все, что было необходимо. Что давайте тогда двигаться к завершению. В 44-м, 45-м не до этого было. И то верно, и то верно. Ну, хотя вот на вот эти вот варианты с камуфляжем все-таки нашли время заморочиться. В принципе, тут еще лето 44-го. Еще до конца войны далековато. Так что тут еще заморачивались с покраской. О, все. Второй браслетик готов. Здесь только один склеенный трак где-то есть в середине. И все. И то, можно было его починить, у меня там есть запасные. Что-то я сразу не подумал об этом. Угу.
Ну что ж, подумаем, подумаем. В конце концов, всегда можно удариться в какой-нибудь what if и подзабить на это все. Тут же вот просто что интересно, на всех вот этих вот машинах трофейных, которые здесь нам Миниарт дает, на них абсолютно отсутствует какой-то обвес или шансовый инструмент. То есть они обдертые под ноль. То есть сняты баки, снят весь шансовый инструмент, вот эти вот грунтозацепы сняты. То есть такое ощущение, как будто сушка ну, просто с завода выкатилась, и на нее еще просто не добавили все вот эти вот аксессуары. Тросов нет, то есть абсолютно вообще ничего. Ага, баки немцы не использовали. Ну да, вот тут на всех они сняты. Вот на этой, например, даже крепления сняты. А на некоторых других крепления остались, но баков нет. Вот, ну а шанец, трос тоже. Почему-то здесь вот нам их не дают. Все эти аксессуары. То есть их отпиливали, да? Даже крепления. Ну тут вот на первом варианте, на третьем крепление есть. И еще и вот на этих двух тоже. Короче, 50 на 50. Ну, как вариант, Кирилл, точно. Если сброшенного просто все забрали, и его потом захватили. Точно. Еще один плюсик в легенду. Спасибо. Ну да, кстати, вариант. Вот подвезли, например, какие-то свои аксессуары. Эти там ту же бочку там положить, какую-то канистру. Кстати, вот насчет бревна. Точно, Саш, напомнил. Видел работу, ну там, правда, советская сушка. Там на вот этих вот креплениях под баки лежит бревно. Тоже оригинально так смотрится. Достаточно красиво, необычно. Может быть, что-то в этом духе тоже сделать. Или крепление оставить, на них бревно положить, или на надгусеничную полку положить. Так что да, с бревнышком мысль. Так, бревно, канистра, еще какие-то немецкие аксессуары. По закромам поищу. Фронт ушел вперед, как партизаны в лесу и в танк. Ага. Пошли догонять, при пересечении крест нарисовали. Да, интересно. Складно получается.
Ну да, Саш, с этим согласен, с бревном. Ну, так-то да. Просто самое, что ни на есть грубое бревно. У меня есть от этой самой, от 54-ки лишнее, но я думаю, оно будет слишком стройное, слишком красивое сюда. Надо и правда что-то погрубее будет сделать. Может и правда из настоящей веточки взять. Да, Кирилл, как начнешь заморачиваться, писать истории, там можно что-то интересное выдумать. Домкрат немецкий, точно. Точно, Роман, спасибо. Посмотрим, что у меня там еще среди аксессуаров удастся найти. Добавим. Интересно, с Т-60 эта сушка могла встречаться? Надо будет посмотреть. У меня есть Т-60 трофейный. Ну, миниартовский Т-60, который они предлагают под трофейный перекрасить. Сейчас, секунду, кстати. Посмотрим. Где он тут был? Лежит на самом верху, я его не замечаю. Ну, насчет флагов, не знаю, не хочу я делать флаг, тем более с крестом, так что будем считать, что в данный момент времени они его не вывесили. Да, кусок гусеницы на рубку тоже в тему. Кстати, что интересно, сюда ж крепится на лобовую часть, вот она, вот он крепится сюда, часть гусеницы, часть трака. Вот они. Но на некоторых машинах его нет. Например, вот на этом варианте нет трака. На желтых есть. На желтых есть. И на этом есть. Тоже есть. Короче, только на моем варианте трака нету. Походу так. И правда, машина, видно, брошенная. Так, давайте смотреть. Т-60 трофейные. 42-й, 43-й и 42-й год. Ну да. В данном контексте они у нас не встречаются. Так, все, это советские пошли. Ну, я так понимаю, Т-60 вообще выбыли после 42-го. Уже были заменены на более серьезные машины.
Ну давай, вопрос. Кирилл, ты про траки? Ну так, он здесь, декаль прям на траках. Это немцев не остановило. Так, ладно. Эх, у меня что все без клея. Все развалил. Зачем только перевернул? Ладно. Саш, что за вопрос? Жду. Так, и все, и давайте уже будем закругляться. Потому что время уже достаточно много. Так, все, жду вопрос. Еще там буквально пара сообщений и отключаюсь. Ага. У Су и Т-34 корпуса одинаковые, но у танка между буксирных крюков 5 траков, у самоходки 7. И правда. И правда 7. А у нее эти крюки, по-моему, шире расставлены. У танка они ближе к центру. Разве нет? Ага. Это вопрос на подумать на ночь. Вот Т-4 под рукой нету, сейчас бы сравнил. Вот вообще никакой. Даже ни рисунка никакого нету. Блин, сейчас гуглить, опять комп будет тормозить. Да. Да, походу у танка крюки ближе расположены. У сушки они прям под самые надгусеничные полки, а у танка чуть смещен к центру. Да, блин, фотки такие равные, ну блин. Что не фотка, то какая-то мелкая, непонятная. Ну, походу, так и есть, как я сказал. Угу. То, конечно, в идеале просто взять две модели, да, и посмотреть. Я бы скинул ссылку, но видите, что YouTube делает ссылкой, да? Поэтому реально. Но я тут на 99% уверен, что это зависит от ширины, от буксировочных крюков от установки. Вон, смотрите, как широко они тут стоят. У танка они ближе к центру и реально по одному траку, получается, съедается, не вмещается. А тут прямо аж раскинуто, очень широко. Так что я уверен, что и это так.
Не, ну так бронелист у нее все равно сплошной. Он все равно отличается от танкового. Поэтому я думаю, тут не принципиально. Ведь вот если мы посмотрим вот сюда, да, ведь эта передняя часть, она ж не танковая. Это самостоятельный элемент. Не YouTube, как говорится, да, по модельному. Соответственно, и крюки стоят шире, так как необходимо для сушки. То есть тут почему расстояние разное? Ну, возможно, потому что удобнее орудие обслуживать. Возможно, мехводу удобнее. Если он будет сползать вот прям на крюк напориться, если крюк будет чуть ближе сюда. Может быть, в 34-ке это немножко по-другому идет посадка. Ну да, вот маска орудия, ствол. Площадь опоры. Ну. Не, ну так при чем тут площадь опоры и компоновка? Это ж мы ж по крюки говорим сейчас или о чем? Почему разнесли крюки шире, а на танке они уже? Мне кажется, исключительно связано с эргономикой внешней. Ну хотя бы вот доступ механика-водителя, как минимум. И удобство обслуживания орудия. Потому что иначе крюки будут мешать. Вот и все. Я думаю, это... Ну да, все правильно. У 34-ки люк ближе к центру находится. И здесь он на краю как-то кажется. А вроде бы у танка он немножко ближе все-таки к центру идет. Чуть-чуть. И как раз этого чуть-чуть достаточно. Вроде бы так. Пластик Хобби, привет. К завершению подошел. Ага, народ подтягивается. Но, боюсь, сегодня у нас не нон-стоп стрим. Для всех подошедших показываю, что мы сегодня собрали. А собрали мы аж целую рабочую гусеницу. На рабочей ходовой. Если у меня получится, я ее даже натяну. Вот она. Вот так вот. Вот такая прекрасная у нас ходовая часть получилась. Есть еще и вторая гусеница. Народ выспался и подтягивается, да? Ну ладненько. Все, друзья, давайте уже действительно закругляться, прощаться. Потому что 10:30 уже на полчаса наше завершение растянулось. Так, Кирилл. В этом плане. В этом плане, Кирилл. Ну да, действительно. За эти крюки еще и переносят корпус, а не только буксируют машину, верно? Ну да. Тогда, конечно. Тогда, конечно. Ну вот и разобрались. Еще один вопрос на стриме добили. Ну, на этом уж точно все. Все, всем спасибо за активность, за участие, за активное обсуждение. Все, сегодня много сделали. Так что я очень доволен результатами и доволен нашим общением и обсуждением. Все, друзья, еще раз всех с наступающим. Если получится, если мы договоримся, будет разговорный стрим прямо перед самым Новым годом.
такое, что типа подведение итогов, так, обсуждение о том, о сём. Ну, будет объявление в сообществе канала. В общем, если зайдет мое предложение, значит проведем. Если нет, то значит уже увидимся в оффлайн роликах, а о следующих стримах я также сообщу отдельно. Вот, Toyota вижу не зашла, ну, значит нет, значит не будет. Значит, будем выбирать что-то другое. Так, продолжается дискуссия по весу, но боюсь, я уже не смогу продлевать стрим, потому что хочется уже закруглиться. Как-никак время позднее. Так что предлагаю это обсудить, например, в группе Facebook. Приглашаю всех в мою группу Scale Hamster Facebook. Можно туда запостить фотки сушки Т-34 и обсудить там, почему же у них так расположены крюки. Все. На этом, друзья, всем пока. Всем доброй ночи. Еще раз наступающим. И еще раз спасибо за участие. Всем пока.